Testing. Testing 1, 2, 3. Артем Крикет, 25 лет, выпускник спортивной педагогической академии, а ныне тренер по физической подготовке и панкратиону. Призер чемпионатов мира по панкратиону, многократный призер чемпионатов Латвии и Европы по различным боевым дисциплинам. Сейчас активно работает над вселатвийским проектом, связанным с общей физической подготовкой. В свободное время ведет активный образ жизни. Особое удовольствие доставляет плавание и катание на лыжах. В жизни придерживается принципа «дорогу осилит идущий». Всем привет! Сегодня я вам расскажу про свое тело и дело. Любовь к спорту в нашей семье передавалась по наследству мне от моего отца, ему от его отца, ну и так далее. В возрасте 3 лет папа отдал меня в секцию на дзюдо. Он вообще уделял очень большое внимание моему физическому развитию, тратил на это много времени и сил, потому что считал, что каждому мужчине в жизни необходимо заниматься спортом, что именно в спорте содержится философия, которая необходима каждому мужчине. Посещал я в своей жизни много разных секций, секцию карате, дзюдо, но позже остановился на панкратионе. Панкратион – это вид борьбы, где совмещаются ударная техника вместе с борьбой. Этот вид спорта мне был ближе всего, потому что мне очень нравился контакт, и в карате его мне явно не хватало. В возрасте 19 лет я также открыл для себя мир железа. Очень нравилось наблюдать за тем, как реагирует мое тело на поднятие тяжелых весов, да и процесс этот оказался очень увлекательным. Во время второй волны пандемии я убедился в том, насколько спорт важен в жизни каждого человека. И, признаюсь вам сразу, очень резко реагирую на любой негатив. Когда люди начинают ныть, хочется сказать: «Алло, стоп, остановись». Выдохни и получай кайф от жизни. Используй каждый момент для достижения своей цели. Сколько людей я видел в Фейсбуке, у которых на аватарках пестрились надписи «Мы с грибом спорту, пар спорту, венуты спортом», ну и так далее. И когда я организовал группу уличных тренировок, на которую поначалу пришли 5, потом 10, количество людей увеличивалось. Но мне очень хотелось спросить: народ, а где вы все? Возможность-то есть, нет только желания. Каждый из вас может начать улучшать свою жизнь уже сегодня. Надо только научиться видеть возможности. Лично я очень положительно и с энтузиазмом воспринял опыт пандемии, потому что когда еще у нас выдастся возможность заниматься на холоде, в снег, в дождь, в плохих погодных условиях? Своих ребят я всегда мотивировал тем, что на холоде и в плохих условиях сжигается гораздо больше калорий. А еще спорт может снять стресс, наладить порядок в семье, спасти экономику. Ну ладно, про стресс можно поспорить, но экономику спорт точно может спасти. И вот вам 3 примера. Первая причина – это то, что спорт является хорошей разгрузкой для головного мозга, тем самым повышая его КПД. Вторая причина – это выработка гормона тестостерона, так необходимого мужчин, что, естественно, не может не сказаться на демографическом положении в стране. Ну и третья причина жизненная. Представьте ситуацию: мужчина пришел домой, уставший, сел, все, акции падают, жизнь рушится, денег не хватает. Сел, взгрустнул и тут посмотрел на свою жену с таким красивым орехом. Посмотрел на нее, набрался мотивации и в следующий день пошел опять в бой. Но еще есть мнение о том, что спортсмен – это главная проблема экономики, ведь он чаще передвигается пешком, а, соответственно, тратит меньше денег на топливо, не нуждается в медицинских услугах, ведь он здоровый.
В общем, как и жизнь, я дал вам 2 мнения, но это уже ваш выбор, к какому из мнений прислушаться. Моему сыну неполные 2 года. Я даю себе отчет в том, что когда он вырастет, наши мнения могут не сходиться. Но одно я знаю точно: мужик из него вырастет. Во. И это уже проявляется сейчас. Например, какое-то время обратно мы с сыном решили провести время вдвоем. Я взял его за ручку, подвел к машине, начал готовить детское сиденье, и вдруг слышу, с обратной стороны машины раздается стук. Я иду, смотрю, ребенок уже открыл дверь и залазит на водительское кресло и говорит мне: «Папа, брум-брум?» Я говорю: «Брум-брум». Беру его на руки, хочу отнести на его место. Он выскальзывает и опять идет к водительскому сиденью. Я спрашиваю: «Сынок, а что, ты сегодня хочешь папу повезти?» Он говорит: «Да». В тот момент мы сошлись на том, что я ему дам порулить по прибытию. Но уже тогда я понял, что, слушай, вот пацан у меня растет с характером. За мою тренерскую практику ко мне не раз приходили крутые пацаны. Ну, вы их сразу узнаете. Это, знаете, взгляд из-под лобья, сбитые кулаки, сломанный нос, спортивный костюм. И некоторым из них было очень страшно ставить удар, потому что неизвестно, как они его потом будут применять. И мое самое любимое занятие было общаться с ними по душам после тренировок. Ведь в каждом из этих пацанов был какой-то комплекс, и который мешал увидеть в нем хорошего человека. Проводя тренировки на улице, очень приятно видеть молодые пары и мамочек с колясками, которые своим примером показывают, что люди, какие у вас есть причины, чтобы не заниматься спортом? Ведь причины, они только в голове. И самый трудный бой в жизни — это бой с самим собой, когда жизнь бросает нас со стороны в сторону, и нужно учиться с этим справляться. У меня у самого в жизни были многие ситуации, когда обстоятельства складывались не так, как мне бы этого хотелось. Одна из них случилась со мной совсем недавно. Мне пришлось устроиться на непрофильную работу, туда, куда пришлось, потому что вариантов других не было. А устроился я к другу. И мне, человеку, который не терпит людскую такую показательную важность, который очень не любит непрошенных советов и подчиняться, как мне было сложно, знает только один человек в этом мире. И теперь с уверенностью я могу сказать то, что я в любом случае стал лучшей версией себя. После всех этих событий в жизни, пройдя определенный урок, мне стало гораздо проще жить. И я искренне всем желаю, и себе в том числе, много посильных испытаний, которые мы можем пройти и вынести из них пользу. Проводя параллелью со спортом, я могу сказать, что очень часто наблюдаю за тем, как приходят 2 парня, а у одного получается, у другого не очень. У того, кто получается, хорошо, позанимался полгода, выступил на соревнованиях, занял призовые места. Все, больше его нету в зале. А тот трудяга, который год, 2, 3 работает, у него не получается, он не сдается, он гораздо больше дорожит этими навыками. И как раз-таки из таких людей чаще и получаются чемпионы. Также тренерские будни, они наполнены некоторыми интересными ситуациями, порой даже смешными. Вот недавно ко мне подошла девчонка и спросила: «Слушай, Артем, ты вот как мой тренер можешь разделить спор? Мы с девчонками в коллективе чуть не подрались, спорили о том, когда же лучше похудеть, когда лучше и правильнее начать худеть, летом или зимой?» Я просто в голос рассмеялся. И народ, слушайте, не надо искать легких путей. Похудеть, я могу так сказать, что похудеть легче всего никогда. Потому что всегда будут какие-то обстоятельства, которые будут затруднять этот процесс.
Вот прямо сейчас посмотрите, сколько калорий в день вы потребляете сверх того, что вам необходимо, и начинайте делать бёрпи. Примите тот факт, что одно бёрпи равняется 1 калории, и обуздать свой аппетит будет гораздо проще. А если вас интересует, что такое бёрпи, я вам сейчас покажу. Это полная версия упражнения, и она сжигает примерно 1 калорию. А чтобы вам было легче считать, в одном творожном сырочке весом 45 граммов содержится примерно 100 калорий. Очень приятно видеть своих постраннейших хомячков, которые встречают меня на улицах, и их лица сияют, они живут спортом, им это нравится. Для меня нету большего удовольствия, чем видеть прогресс людей, результаты и понимать, что я к этому где-то на немножечко причастен. Thank you.